Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня по многочисленным просьбам мы начинаем с вами делать домик. Это пока только картонный домик, в следующем видео мы его будем декорировать, и это будет очень симпатичная декорация под вашу елочку. Ну что ж, приступим. Для сегодняшней работы нам понадобится картон. У меня это старая упаковка, вот такой гофрированный картон. Все этапы буду показывать отдельно, и каждую часть, дно и каждый домик буду показывать отдельно и давать все размеры. Конечно, в процессе работы нам что-то надо будет подрезать, поэтому нам нужен коврик, нужна линейка и нужен нож. В первую очередь нам надо сделать фундамент или дно домика. И у меня вот такие вот размеры. Картонки у меня 9 на 16. Вот они, две штучки. И боковинки 9 на 2,5 и 16 на 2,5. Две штуки. Если у вас в домике предусмотрено освещение, то надо будет закрепить гирлянду. И, конечно, снизу сделать отверстие, чтобы менять батарейки. И в верхней части домика сделать небольшое отверстие, чтобы вытащить гирлянду. Но чуть позже я это покажу. В моем домике не будет освещения, но я вам говорю, что это можно сделать. На одной из половинок дна я подклеиваю боковинки и воспользуюсь горячим клеем. Подклеиваю с одной стороны и с другой стороны. Вторые боковинки подклеиваю вот сюда. В данном случае у меня рассчитано, что я подрезаю и подклеиваю их на фундамент. Если у вас будет ровно, то увеличивайте на полсантиметра. Я отмечаю, сколько мне подрезать. И сразу две боковинки подрежу. В процессе работы нам много чего надо будет подрезать. И подклеиваю боковинки сюда. Одну боковинку и вторую. И, конечно, между собой. И также подклеиваем вторую. И, как я уже говорила, если у вас предусмотрено освещение, то нам надо будет вырезать отверстие. И также небольшое отверстие, чтобы вытащить гирлянду. И теперь подклеиваю верхнюю часть. Фундамент у нас готов. Еще раз показываю все размеры, и вы видите, что у нас получилось. Теперь мы с вами сделаем один из домиков. И размеры у меня картонок 7 на 21,5, две штуки. И 3 на 17,5, 18 сантиметров. Чуть позже будем примерять и подрезать. Вот у меня две картонки. И здесь у нас будет скос крыши. Скос крыши у меня идет 4 сантиметра. Для этого делим картонку на две части. И отмеряем 4 сантиметра сверху. И рисуем вот таким образом. И теперь берем линейку. Нарисуем сначала скос крыши. И теперь его подрежем. Совмещаем. И также мы поступим со второй картонкой.
Теперь, когда я сделала скос крыши, я примеряю боковинку и вижу, что мне надо полсантиметра подрезать. Складываю сразу 2 боковинки и лишнее обрезаю. И теперь у нас все ровненько. Начинаем подклеивать. Все совмещаем и подклеиваем. Одну часть, вторую часть и затем верхнюю часть. Крыша домика состоит из 2 картонок, причем одна картонка короче другой на 5 миллиметров и размеры 6,5 на 7,5 и 6,5 на 7, чтобы при склеивании у нас получился, чтобы низ домика, вот здесь крыша у нас получилась одинаковая. Вот вы видите, я подклею одну картонку, а вторую под низ, и у нас получится все ровно. Прикладываем крышу к домику и отмечаем место склеивания. Теперь наносим клей. И подклеиваем. Как я уже говорила, 5 миллиметров заходя. И вторую сторону подклеиваем под низ. И даем закрепиться. Еще раз показываю все размеры домика и что у нас получилось. И отложим. В домиках также будут окошки. Это можно сделать сразу, если вы определились, где у вас будут окошки, или можно сделать чуть позже. Я сделаю позже. Второй домик у меня будет крепиться к боковинке первого домика. И у меня вот такие размеры: 5 на 12. 2 картонки и 4 на 15 1 картонка. Скос крыши у меня идет 3 сантиметра. Делим картонку пополам, отмечаем 3 сантиметра, подводим линию и все отрезаем. Это мои размеры, но, конечно, если вы будете работать, размеры надо корректировать. Это зависит от толщины вашего картона. Поэтому все надо делать не сразу нарезать, а по ходу дела. Теперь я склеиваю свой домик. Одну сторону и подклеиваю вторую сторону. В домике у меня предусмотрены окошки. И могу показать, как это сразу сделать, чтобы окошки были на одинаковом расстоянии. Берем картонки. И вымеряем. И здесь вы уже определяетесь сами, какого размера вы хотите окошки. Можно окошки выше, ниже. Вот на втором домике я сделаю ниже. И все это можно вырезать. И подрезаем. Окошки у нас вырезаны, можем все подклеивать. Также по краю наносим клей и собираем домик. И подклеиваем вторую сторону.
Вот о чем я говорила вам, что все надо корректировать. Видите, у меня получился второй домик чуть шире второго, и он не подходит вплотную к домику. Поэтому я беру картонку другую и отмечаю, сколько мне надо заднюю стеночку. Лишнее подрезаю и подклею заднюю стеночку, чтобы домик у меня был устойчивый. Подклеиваю к домику и затем подклеиваю все вместе. Поэтому вы, когда будете работать, тоже всегда все сверяйте. Даю закрепиться и подклею к домику. На первом домике я предварительно нарисовала окошко, но буду вырезать его чуть позже, когда будет еще один домик. И два домика склеиваю вместе. Склеиваем на ровной поверхности, чтобы затем у нас все ровно стояло. И даем закрепиться. И сейчас покажу, как делать крышу, если вы ее делаете под свои размеры. Как я уже говорила, размеры зависят от ширины картона. Вот я примеряю картонку, оставляю здесь 5 миллиметров и вымеряю, сколько мне нужна длина крыши. Вот у меня получается 5,5 сантиметров, чтобы было скос крыши, чтобы крыша немного свисала. Вторую картонку надо будет вырезать на 5 миллиметров меньше. Вот беру 5,5. Это у меня будет одна часть, и вторая 5 сантиметров. Так, отрежу ее с этой стороны. Там немножко картон испорчен. Как я уже говорила, многие детали я вырезаю по ходу работы. И детали крыши у меня получается 7 на 5 сантиметров и 7 на 5,5. И вот я сложу крышу вместе, и вы видите, у меня получается все ровно и красиво. И подклеиваю. И также не забудем подклеить вот сюда. Поэтому я нанесу клей сюда и сюда. Извините за соседей, они у меня сегодня шумные. И подклеиваю. Не забываем 5 миллиметров. И подклеиваю вторую часть. Подклеиваем здесь, здесь и здесь. Второй домик с крышей готов. Вы видите все размеры и что у нас получилось. Третий домик у нас будет вот здесь располагаться, и размеры у меня 5 на 11. Скос крыши 2,5 сантиметра. И боковиночки у меня 1,5 на 8,5. И как мы делали до этого, все подклеиваем. Ничего сложного. Так, не туда клей нанесла, вот сюда. И также подклеиваем вот эту боковинку. И забыла вам сказать, окошко наверху нарисовать, вырезать сразу. И, конечно, вот здесь. Ну, так как я не сделала, буду это делать сейчас. И аккуратно все это вырезаю. Сначала делаю на отсечке. И все вырезаем. Окошки у меня вырезаны. И подклеиваем.
И все выравниваем. И даем закрепиться. Теперь вымеряем крышу. Отмечаем. Все подрезаем. И вторую часть на 5 миллиметров меньше. И приклеиваем крышу, как мы это делали ранее. Домик номер 3. Размеры. И что у нас получилось? Четвертый домик, который у нас будет располагаться на крыше. Размеры 4 на 7, 4 картонки. И здесь нам надо подрезать наоборот снизу, так как домик будет сажаться на крышу. Высота, это вы уже выбираете сами. У меня это 2 сантиметра. Вот так у меня будет домик. И вырезаю. И также не забываем вырезать окошко. Одну часть и вторую, и окошко. Окошко у меня вырезано, и я подкорректировала размер. Видите, я сажу домик, и он не совсем ровно садится. Поэтому в ходе работы все поправляем. Обрезаем чуть больше. И теперь у нас все ровно садится. Теперь все склеиваем между собой. И заднюю часть подклеиваем. И верхний домик подклеиваем к крыше. Сделаем купол для верхнего домика. Вымеряем одну сторону 4 сантиметра и 4,5 сантиметра. И я вырезала картонки 4 и 4,5 сантиметра. И высоту крыши вы уже берете как хотите. У меня будет 8 сантиметров. И вырезаю отрезки 8 сантиметров. 2 отрезка 4 и 2 отрезка 4,5. И вырезаю. Складываю вместе. И вырезаю здесь и здесь. На своих заготовках я отмечаю середину и подрезаю под углом. И так поступаю со всеми заготовками. У нас получаются такие треугольники. Также поступаем с двумя остальными. И теперь все части нам надо склеить. Наносим совсем чуть-чуть клея, много не надо, так как нам придется все корректировать. Извините, одну часть, вторую часть подклеим и затем к ним боковинки. Две части я склеила и теперь наношу клей на боковинки. И подклеиваю. И также поступаю со второй стороны. Также можно сделать небольшой навес. Я вот отрезала небольшие отрезки. Нанесу клей и подклею. И по всему чердаку нашему. Я вырезала окошко, и вот что у меня получилось. Сегодня мы с вами проделали огромную работу, собрали домик, и в следующем видео мы будем его декорировать. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился и был полезен. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. Хорошего вечера вам и до скорой встречи. Пока-пока.